То, что я считаю красивым, для кого-то, возможно, покажется страшным, например, или некрасивым, непривлекательным. Красота – это все вокруг. Красивая природа – да. Красивые люди – да. Некрасивые люди – не бывает некрасивых людей. Но как девушке, конечно, хочется, чтобы это было еще и внешне заметно в зеркале, а не только какое-то что-то внутреннее, чтобы смотреть на себя и радоваться, нравиться самой себе. Отсюда и внутренняя уверенность тоже появляется, когда я ничего, значит, можно. В эфире новости Сахалин, в студии Ольга Асеева. Здравствуйте. Я люблю смотреть на спящую жену. Мне кажется, это очень мило. Она всегда красивая, но в этот момент она особенно красива. А бывает красота, которую нужно разглядеть. За такой потайной красотой очень интересно наблюдать, как она постепенно раскрывается. Чья мама симпатичнее? Или чей папа сильнее? Да, естественно, мой. Чья женщина самая красивая? Моя. Мне кажется, что нет ничего прекраснее, чем глаза любимого человека, когда они светятся изнутри, потому что он тоже тебя очень-очень сильно любит. Это просто волшебство. А вот когда этот свет меркнет, то тогда и начинается одиночество. Одиночество, в первую очередь, это, наверное, для меня фобия, некий страх остаться одному. Это как вакуум. То есть ничего не существует, одиночество, ты один, и это очень страшно. Я не знаю, как можно объяснить фобию, почему люди боятся пауков? Ты просто боишься этого и все. Мне кажется, это очень тяжело. У меня есть дочка. Молодец, ты мой малыш. Поэтому нам с ней весело. Одиночество – стимул к жизни. Одиночество помогает. Тем более я знаю, что это такое. Это очень хорошее чувство и ощущение вначале тревоги, потом какой-то опасности, а затем удовольствие от того, что будет дальше. Знаешь, что одиночество всегда закончится. И надо быть иногда одиноким для того, чтобы понять, что ты не одинок. Иногда я встаю среди ночи, иду попить воды и смотрю в окна дома напротив. Обычно не спят 3, 4, 5 окон. И мне кажется, что эти люди в них, они в этот момент чувствуют себя одинокими. Но на самом деле это не так, потому что буквально за стенкой точно так же кто-то не спит. Они просто не знают друг о друге. Я думал, что никогда не встречу того человека, с кем бы мне было комфортно. И тут оказалось, что возникла прекрасная Анна и изменила мою жизнь. Коля, когда мы познакомились, вообще в принципе не подходил под образ, который я рисовала себе в голове. Это не просто чувство. Это не просто поцелуи, обнимашки. Вот мы, например, ссоримся с ней. У нас вот бывает такое. У всех бывает. Она говорит, свое я говорю, свое я. А вот любовь, я когда говорю, что давай перестанем, потому что мы портим общее, наше, третье. То есть существует она, существую я, и вот когда мы вместе, существует что-то третье. Конечно, он меня бесит. Я думаю, что я его частенько бешу, но это прекрасно, потому что мы в этом находим свою какой-то дзен, не знаю, инь-янь. Я думаю, что наши бы отношения без этого не существовали бы. Ну, я на самом деле сам по себе вообще однолюб, то есть я всегда знал, что я встречу только одного человека, которого полюблю. Одинаковое чувство юмора, одинаковые какие-то интересы. Начали общаться и поняли, что уже назад пути нет, что это любовь. Ее не поймать, ее не увидеть, ее не узнать, если ты к этому не стремишься. Если ты не хочешь любить, любви не будет. Любовь – это как пазл.
Мы рождаемся неполноценными. Где-то чего-то не хватает, каких-то частичек вот этих вот. Ну, я не знаю, например, читал я книгу. И вот я только об этой книге могу разговаривать. И она читала эту книгу, и она со мной. И вот о чем нам говорить? Это же ни о чем. Химия или обмен эмоциями, когда хочется видеть человека постоянно. Вот уже другой вопрос, чем это все заканчивается. Часто потому что это проходит химия, а что делать с этим добром дальше, люди не знают. Чуть ли не подрались вчера. Серьезно. Но это кайф. Как бы это ни звучало, я знаю, это вообще не для эфира. Мне нравятся суки. Мне нравится, как она нежно называет меня словом «детка». Любовь, она просто как ядерный взрыв. Она испепеляет все условности, все обстоятельства. Вам все равно, что думают о вас другие люди. Вы как будто остаетесь вдвоем, только вдвоем на земле. И вы чувствуете себя как два редких зверя, единственных оставшихся в живых. Это магнетизм, это какое-то притяжение. Это невозможно объяснить словами.